Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Нашта Пришва Бадрышу Нитям Бхагавата Севая. Бхагаватюттама шлоке Бхактир Бхавати Наштики. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джая Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададара Шивасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна, дорогие преданные, у Нарешвары Прабху сегодня небольшое несчастье, и он не сможет провести лекцию. Сегодня Нарада Муни Прабху очень любезно согласился провести лекцию за него. Давайте помолимся за Нарешвару Прабху, чтобы у него все там сложилось быстренько, да? И благословим Нарада Муни Прабху нам открыть истину. Да, Нарада Муни? Харе Кришна. Это благословение не для меня. Это благословение для вас, потому что вы будете терпеливы и смиренны слышать меня. Ну что ж, спасибо большое. Сегодня мы читаем 10-ю песнь, 33 главу, 32 и 33 стих. Стих 33 на доске у нас. Нарада Муни Прабху, 32 сможете прочитать? Если я вам дам. Это на английский я не могу, давай ты. Я дам. Я сказал, что у меня очки не могут, поэтому ты читай, я буду повторять и буду слушать комментарии. Хорошо. Прости меня. Ничего страшного. О, Харе Кришна. Будем его сажать или что будем делать? Давай. Этого Джаганатха Мишру посадим лекцию давать. В смысле? Мишра Бхагавана посадим лекцию давать. Харе Кришна Прабху, come on, Prabhu, please help me. Sit here. Прабху. Он хочет, но Нарада Муни будет говорить по-русски. Прабху, поставь ему это гилят. Так вы решайте, я тут человек крайний. Окей, Нарада Муни дает лекцию. Давай, читай. Окей. Кушала чарите найшам ихасвартхо на видьяте випарьяена ванартхо нираханкаринам прабху. Это 32 стих, перевод такой. «Мой господин, совершая благочестивые деяния, эти великие души, свободные от влияния ложного эго, не стремятся к собственной выгоде. И даже когда их поступки противоречат законам добродетели, они не страдают от их последствий». И сегодняшний стих у нас 33 на доске. Ким уттакила сатванам. Тирьян мартья диваукасам.
Ишитушчетитавянам. Ишутушчетавянам. Ишитушчештитананам. Ишитушчетавянам. Кушаланавая. Кушаланвая. 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 Кимутакила сатванам. Тирян мартя диваукасам. Ишитушчетитатвянам. Кушаланвая. Ким утакила сатванам. Триян мартя диваукасам. Ишитушчетшитавянам. Кушаланвая. Isitushesitavyanam Kushala Кимути. Что? Давай, прочитай. Ким утахила сатванам. Тирян мартья диваукасам. Ишитуш чишитавянам. Кушаланвая. Кимута киласатванам. Тириян мартия дивокасам. Ишитушчетавянам. Кушаланвая. Давай, давай. Хорошо. Ким ута. Кимута. Что же тогда говорить? Что же тогда говорит? Акхила. Акила. Всех. Все. Сатванам. Сатванам. Сотворенных существ. Сотворение существ. Тирьяк. Тирья. Животных. Животных. Мартья. Мартия. Людей. Людей. Дива окасам. Дива окасам. Обитателей рая. Обитателя рая. Ишуту. Ищут Повелителя. повелителя. Ча. И. И Ишитавьянам. Ишитваянам. Те, кто повелевают. Темке повелевая. Кушала. Кушала. С благочестием. Благочестие. Акушала. Акушала. И отсутствием благочестия. И отсутствие благочестия. Анваях. Ашвая. Причинная связь. Причинная связь. Что же тогда говорить о самом Господе, повелителе всех сотворенных существ, животных, людей и полубогов? Как Он может быть связан узами мирской добродетели или греха, которые держат в своих тисках все подчиненные Ему души? Комментарий.
Как объяснялось в 32 стихе, даже великие души, получившие от Господа необычайное могущество, свободны от закона кармы. Что же тогда говорить о самом Господе? В конце концов, закон кармы – это Его творение и выражение Его всемогущей воли. Вот почему простым смертным нельзя критиковать Его деяния, обладающие природой чистой благости. Так, то же самое, все по-английски. 32 стих. My dear Prabhu, when these great persons who are free from false ego act piously in this world, they have no selfish motives to fulfill. And even when they act in apparent contradiction to the laws of piety, they are not subject to sinful reactions. How then could the Lord of all created beings, animals, men, and demigods have any connection with the piety and impiety that affect his subject creatures? Purport. As explained in text 32, even great personalities empowered by the Lord are free from the laws of karma. Then what to speak of the Lord himself? After all, the law of karma is created by him and is an expression of his omnipotent will. Therefore, his activities, which he performs out of his own pure goodness, are never subject to criticism by ordinary living beings. Omogyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yana Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Кали-юга най-падналите получават най-голямата милост. Я на български начал. I don't understand that one. В Кали-юге самопавшие получают самую большую милость. В Библии говорится, последние будут первые. So in Kali Yuga, the lowest of men get most mercy. In Bible, we find the expression which says that the last ones will become the first ones. И поэтому я сейчас здесь. And that's how I end up on this seat. Ну, 10-я песня может понять только через сердце. 10th canto could be understood only through the heart. Сейчас я говорил Прабху, когда Арджуна украл Друпади, Субадра, и когда украл Субадра, и он говорит, иногда я не могу понять тебе и твоего брата. Okay. Арджуна говорит. So we just spoken about the incident which happened when Arjuna has kidnapped Subhadra. And I was telling him that Arjuna said that sometimes I don't understand you or your brother. И Субхадра отвечает ему, когда кто-то не можешь понять, попытайся отдать ему сердце. And Subhadra answers him this: when you don't understand someone, try to give him your heart. Когда мы не можем вот это понять, нужно попытаться то, что у нас в сердце есть, отдать. When we can understand what's written here, we should try to give our heart to this. Но что
будет делать тот, как меня, у которого в сердце очень грязные вещи. But what to do to someone like me who has such a dirty things in his heart? И поэтому я каждое утро здесь на Бхагаватам прихожу. That's why I come here every morning to hear Shrimad-bhagavatam. Когда я пришел в Майяпуре, мне сказали, в Майяпур можно жить долго, только если ты каждое утро на Бхагаватам не пропускай. Можешь на Харинаме не будешь, можешь, все можешь, но Бхагаватам не пропускай. When I just moved to Mayapur, I was told that to stay here for a long time, I should not miss even one Shrimad-bhagavatam class in the morning. They said you can miss Harinam, you can miss many things, but never miss Bhagavatam class. И я задумаюсь, почему же такое же желание, почему же такой же это ключ, как говорят, к победе. Why, and I thought, why is this the key to success? I thought, why this particular point is so important. Здесь мы слышали, что Махарадж Парикшит задумался, что в Кали-юга будут такие же, которые слушают это забавление и подумают, ну как так? Я тоже не буду дарму следовать, я тоже попытаюсь танцевать, да. И, как говорит, в прошлые годы, когда было другое, когда я за Кришна не знал, что я танцевал. And so from Shrimad-bhagavatam, we learn that Maharaj Parikshit also had this doubt in his heart that during Kali Yuga, we're going to get people who will listen to those stories and they will feel as they can also not follow Dharma and start dancing with the girls. When I was not Krishna conscious, I was also dancing with the girls. И поэтому он задал этот вопрос. Как так? Почему же Кришна делает это? That's why he's asking this very important question. Why does Krishna do this? И получается так, что даже такой же вопрос задаешь. Ты задаешь вопрос о Кришне. Это уже удача. And even when you ask a question, even if it's this contradictory question, if it's about Krishna, this is a very lucky question. Потому что мы знаем все, что самое главное. И самое главное всегда помнить Кришну и никогда не забывать Кришну. Because we know what is the most important. The most important thing is always remember Krishna and never forget him. А как помнить Кришну? So how do we remember him always? А? Huh? Только когда слышат от него. Only when you hear about him. Мы, наша сампрадая, вирахабхава следует. Viraha. В разлуке. Okay. Да. Our sampradaya follows the viraha bhava, the bhava of being separated. Мы знаем, что Бхагаватам не отличен от Кришны. We all know that the Bhagavatam is not different from Krishna, Но мы не можем так танцевать Бхагаватам. but we can't dance like it's described in the Bhagavatam. Здесь был гирлянд, и мы поставили гирлянд преданному, а не Бхагаватаму. So when we have the garland in front of us, we have put it on a devotee, not the Bhagavatam. Значит, мы в разлуке с Кришной. So that shows us that we're separated from Krishna. И кто помогает, чтобы мы очищать это разлуки? And who helps us to fill the void of that feeling of separation? Запомните это, прошу вас. Шримад-бхагаватам, слышание Шримад-бхагаватам углубляет нашу разлуку с Кришной. I beg you to remember what I say very attentively.
Our separation from Krishna feels more when we attend Shrimad-bhagavatam. Читание книги Шрила Прабхупады углубляет нашу разлуку с Прабхупадой. When we read Srila Prabhupada's books, it actually deepens our feeling of separation from Srila Prabhupada. Когда там, посмотрите, насколько книги духовных учителей, ученики Прабхупада, и читаем эти книги, мы ощущаем разлуки с этой личностью. When you're reading the books of the disciples of Srila Prabhupada about him, you can really feel the separation. You can feel their feelings towards their spiritual master. И почему же получается это? And why do we actually get to experience this? Бхагавад-гита Кришна говорит Арджуну: «Я раскрою тебе самый главный секрет». Because in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, I will open up a great secret to you. Потому что ты не завидуешь меня. Because you do not envy me. Когда мы слышим и не завидуем гопи, наша разлука углубляется. When we hear, but we don't envy the gopis, our mood of separation deepens. Когда читаем эти книги и не завидуем духовных учителя, которые уважают, которые просадам специально дают, наша разлука с ним углубляется. When we read the books and we hear from the spiritual master without envying him, then our separation from him deepens. И как проявляется разлука? And how does this mood of separation actually manifest? Мы хотим больше, еще читать, еще слышать, еще не пропускать Бхагаватам класс. We really want to listen and listen and listen more and never miss the class of Shrimad-bhagavatam. Я рассказывал сегодня утром, я был солдат. Некоторые из вас тоже были солдаты. I was telling this morning a story that I was a soldier. Some of you also were soldiers. У меня была девушка, такая же ученическая любовь. When I was a soldier, I had a first love. She was my girlfriend. Это было платоническое, не было чистая такая же. И как можно это в материальном мире, конечно. It wasn't a romantic love. It was not physical love, as much as it's possible to have the romantic love in the material world. И когда я письмо получал, я поставлял и не открывал. Я здесь письмо весь день, и весь день думал о этой девушке. When I received letter from her, I would put it in my pocket and I would carry it everywhere all day. And all day I would think about her and not open the letter. Я был в разлуке, там казарма, там девушки нет. I was in the mood of separation. I was in the barracks. There were no girlfriend there. Но мое сердце, то, что говорили, оно было там, в это письмо, что она пишет, а что говорит, а что случается, а как она, а почему же так, а когда я приду, а если она придет, и все думает только об этом. И я так, а мой ум не здесь, там. Понимаете? But my heart was always within this letter. How is she? What she's going to write to me? What she's doing? What am I doing? How is that going to happen when we see each other? So I was actually marching, but my mind and my heart was inside. Это получается, если мы с сердца слышим Бхагаватам. And this is what will happen if you hear Bhagavatam in your heart. Я жду для себя этого момента, когда я по Майяпуру буду гулять, буду ходить и буду говорить, а вот Чайтанья Махапрабху здесь, вот, это случилось, а там на берегу Ганги он своих учеников собрал, и там были вот такая первая группа, самые маленькие дети, а потом вторая группа.
а потом третьи ученики, а потом люди с Майапури, которые были, а потом люди, которые пришли в гостях. I am so looking forward to walk around Mayapur and look at the places where Lord Chaitanya has revealed his pastimes, and that I will look at the bank of the Ganges, and that I will think, oh, here he has gathered his disciples, and he taught first, and then there was a second class, which was a little bit, more advanced, and then there were all the living beings in Navadvip, and then the guests, and everybody have gathered exactly in this spot. И в Чайтанья Бхагавата рассказывается, что это похоже на то, как Кришна сидит на берегу Ганги, на берегу Ямуни, вокруг его маленькие ребята, а потом чуть-чуть побольше, и они принимают прасадам. Такая же картина. It says in Chaitanya Bhagavatam that is very similar to when Krishna is sitting on the bank of the Yamuna, and the little boys, who are the, I assume, coward boys, are near him, and then the older guys are a little bit further, and then the whole, village is behind them, and it's a similar picture. И я молюсь только одно. Пусть мое сердце, это письмо Бхагаватам будет здесь. Вот так, как письмо этой девушки, буду прятать здесь, и весь день буду думать, а что сегодня я буду прочитать, а что сегодня я буду понять. And I only pray, my only prayer is that may this Shrimad-bhagavatam become that letter, like it was a letter from this girl, and I carry it in my heart all throughout the day, and I think only about one thing: what am I going to read out? What is going to happen there? And feel that separation in my heart. Поэтому Прабхупад создал Искон, чтобы преданные будут вместе, и каждому будет помогать не забывать. Не забывай, не забывай. That's why Srila Prabhupada has created ISKCON, that we have one another to always remind us about Krishna and never forget, never forget, never forget. Я хотел бы рассказать об этом, как Нарада Муни, когда Нарада Брихат Бхагавамрита пришел в Двараку, и он был в такой же восторг и начал восхвалять гопи. Вот то 10-я песня. Наконец пришли. So I would like to tell you the story from Chaitanya Brihad Bhagavatamrita that tells how Narada Muni has come to Vaikuntha and how he was going to tell everyone about the gopis, how they got together. И здесь говорится, великие души, что делает, оно это в план Кришна. А что говорит о Верховной, кто притяжает все? Его план. И поэтому гопи нет. Поэтому, когда начал говорить Нарада Муни, Кришна упал в умер. So when we talk about devotees of the Lord attracting everyone's attention, what to speak of Krishna? When Krishna enacts his plan, so he attracted the gopis. And here Narada Muni is coming to Dwaraka and he's telling Krishna about the gopis. And of course, even Krishna falls unconscious. Тот же самый Кришна. Представьте, царь, государь, в какой-то момент забросит все и берет какую-то флейту и начинает искать обыкновенные деревенские девушки. А там царицы, а там все.
какое же это поведение правильно? Это дарма? So look at this. If the king who has all these queens and all these opulences all of a sudden leaves everything behind and starts playing the flute and chase the village girls, is that a proper behavior? Is that dharma? Правильно, потому что сердце его во Вриндаване. Там сидит сердце Кришны. But it's right. It's right because his heart is in Vrindavan and the Vrindavan is in his heart. И Нарада Муни смутился. Он стоял у дверей, и когда Кришна вернулся, все было уже нормально, там очень много вещей делали, чтобы успокоить. Брахма пришел и сказал, видишь, там сделал какое-то подобие Вриндаван, Вишвакарма. Там сидят, как у нас есть такие же статуи, да, и гопи, и там все, давайте приведем Кришна там, он успокоится, и они сделали все это, и Кришна успокоился. So then Narada Muni was truly bewildered and he was embarrassed. So he stayed in the corner because there became a commotion. And then they decided to pacify Krishna. We have to create a decorative Vrindavan, like decorate everything like Vrindavan, make a statues, put them around, gopi and everything, take Krishna there and he will come down. So Krishna came down and they brought him back. И Нарада Муни стоял там на двери, и ему было неудобно прийти. And Narada Muni was still embarrassed, and so he was standing somewhere in the corner, and he was too embarrassed to walk in. И Кришна сказал, почему же Нарада Муни? Он всегда приезжает здесь, он придет здесь, почему же? Иудова сказал, а он стыдит, ему стыдно. Знаешь, он начал говорить о гопи, у тебя появились такие же настроения, тебе стало плохо, вот. И почему же он там стыдится и не хочет прийти? And Krishna said, why Narada Muni is standing outside? Let him come in. He always comes in. Why is he hesitating this time? And Uddhava said, you know, he is embarrassed. He started talking about Vrindavan. So you assumed this kind of position, also started going crazy. And so now he's embarrassed to show his face. И Нарада пришел, и Кришна сказал, тебе не надо стыдиться, тебе не надо быть стыдно, потому что ты помог мне вспомнить об этих отношениях. And when Narada Muni finally came in front of Krishna, Krishna told him, don't be embarrassed. Don't feel bad that you have spoke about this relationship. Why? Because you have helped me to remember this relationship. So please don't be embarrassed. И Кришна говорит очень важную вещь. Те люди, эта песня были гопи пели. Те люди, которые помогают нам всегда помнить Кришну и никогда не забывать от Кришны. Это самые милостивые люди. And there is a song sung by the gopis that whoever helps us to always remember Krishna is the most merciful out of all human beings. Очистить отношения на Кришне с преданными самые милостивые. Whoever helps us to understand or remember the relationship between Krishna and his devotees are the most merciful. Те люди, которые в общении с них, мы ощущаем, насколько преданное служение глубоко в их сердце, они помогают нам. Devotees who communicate with us and we can feel the depth of their spiritual development, depth of their devotional service, they actually are the most helpful to us. Это Бхагаватам. Когда-то Сухотра Махарадж в Болгарии был, и он сказал, Бхагаватам продолжается писаться. And this is what Bhagavatam is all about. Once Suhotra Maharaj has come to Bulgaria, and he has said that Bhagavatam still continues to be recorded.
Читание Чаритамрита продолжается писать. And the Chaitanya Charitamrita is not finished, it still continues to be written. Все наши отношения, они видны, и некуда же скрыть, некуда же поставить так. All our relationships are out in the open, you cannot hide them. Всегда помнить Кришна и никогда не забывать Его. Always remember Krishna and never forget him. Я думаю, Perfect. не надоел. I hope I didn't bother you too much. Да, но все-таки что-то сказал об этом. But I had something to say about it, so I did. Если есть кто-то, кто я ошибку сделаю, кто-то понял что-то. Я знаю, что вы умные, вы слышите и все понимаете, даже шутки иногда понимаете вполне. I know that you're so smart that you even understand my stupid jokes. So if you point out my mistakes, it's okay. But, I'm sure you understood what I said. Я закончу с этой шуткой, которую начинал, то, что я здесь сижу. And I want to, finish my class with the same joke I have opened up, that it's a joke that I'm sitting here on this seat. Почему же Чайтанья Махапрабху пошел в Пури? Why did Chaitanya Mahaprabhu went to Puri? Мать сказала, ну хорошо, если мы то, что мать сказала, это главное, конечно. Но Because the mother told him to go to Puri. Yeah, it's important to listen to your mother. However, Mataji is saying that because the feeling of separation is very predominant in Puri. Yes. Разлука. Separation. И что делал? Слышал Бхагаватам. And what did he do there? He was listening to the Shrimad-bhagavatam. Кто-то гопина. И что получалось? Эта разлука углублялась. He was listening in the Tota Gopinath temple, and what has happened to him? His separation has deepened. И что потом делал? Он видел везде Кришна. And then what has happened to him? He could see Krishna everywhere. И что еще делал? Харинам и делал. And what else did he do? Harinam. Ну, удача. Удача. Потому что кто встретился с Шримад-бхагаватам и не пропустить эту возможность, не отпускать Бхагаватам. Ultimate good luck is to, encounter Shrimad-bhagavatam and to hold on to it and never let it go. Он достигнет этот момент, в который разлука будет такая же, как мы читали в это время Кама Атмика. Kama. Атмика. So we have to reach that point in our separation, which we read about, and it's called Kama Atmika. Это значит, что кама, духовная кама, настолько нам погрузит, настолько нам привлечет, что мы не везде, где услышим, что кто-то делается для Кришны, мы сразу же там пойдем. And that means that we're going to be so immersed in the feelings of that spiritual karma that whenever we hear
that something is done for Krishna, we run towards that place. У нас есть время. Я взрослый, но я молюсь только одно, чтобы в бою оставить тело. You all have time. However, I'm older, and the only prayer that I have, that I will leave my body fighting. И этому, когда меня зовут на программу здесь, 4, 5, 6 часов машиной, потом там, какая же там, получается, я говорю, да, я поеду. That's why when anybody has invited me to the program around, even if it takes 5, 6 hours in the car, and then I have to dance and I have to, perform or something, I still say, yes, I will go. Это гордыня? Нет, это решение, внутреннее решение. Does it look like a pride? No, that's determination, because it's my inner decision. Я не знаю, что будет потом, I don't know, I can't predict the future, но я не хочу пропускать каждое мгновение сейчас. but I don't want to miss even a little bit of now. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама, Харе. Шрила Прабхупад ки джай, Бхагаватам ки джай. All glories to the assembled devotees. Харе Кришна. Нарада Муни Прабху ки! Да. Ну, красавчик. Да. Okay. Haribol. This verse describes devotees who have no self-motivation. Этот стих описывает преданных, у которых нет эгоистичной мотивации. We have, although a lot of us are devotees, it's mixed with a lot of self-motivation. Несмотря на то, что мы все преданные, все же в нас всех присутствует смешанное ощущение, немножко эгоистичность присутствует. We perform devotional service, we chant Hare Krishna, we do Sankirtan. Мы совершаем преданное служение, воспеваем Хари Кришна, ходим на Санкиртану. But we're also very serious about, like, our wife or husband or our house or our food or our comfort. Но мы также очень серьезно относимся, когда речь идет о нашей жене, муже, нашем доме, нашем комфорте, нашей еде. So how does somebody break from being a devotee with self-motivation and become a devotee with no self-motivation? Как стать преданным, когда мы находимся на этой платформе эгоизма, как стать преданным без эгоистичных мотивов? Если у меня есть ответ на этот вопрос, я буду работать над себе. If I had a response to that question, I would have already used it on myself. Но мое понимание и то, что говорит Прабхупад, никогда не отказаться от преданного служения. Это закон. My understanding that goes along with the understanding of Srila Prabhupada, never say no to devotional service. It's a law. It's like I take it as a law. Never say no to devotional service. Все вы знаете, Радханат Махарадж пришел во Вриндаване и первое, что спросил, а как я могу быть полезным? Every one of you know that Radhanath Swami has come to Vrindavan, and the first thing he's ever asked, he said, how can I be of service? Это настроение, как быть полезным, нужно через Бхагаватам прийти в сердце. This kind of mood has to come into our hearts through Shrimad-bhagavatam. И тогда мы даем обет. Я никогда никому не откажу, если он попросит меня какое-то служение сделать.
And then we can take a vow that never in my life will I say no to someone who is asking me for service. Я это сделал около 6-7 лет тому назад и пришли в Пури. I have taken such a vow when we came to Puri 6 or 7 years ago. И мы были в гостинице, и там были русские преданные много, и international преданные. Вакрешвари Матаджи был, и там было все как надо в Пури. It was so beautiful in Puri at this time. We were staying in a hotel with a lot of Russian devotees. Vakrishna Mataji has organized, so there was a lot of good people. Everything was proper. Но вот там, вы знаете, индийские гостиницы, там на 5 дней одна группа, она готовит гостиницы, уезжает. Вторая группа, и это постоянно, и там умывальник какой-то, и там никто этот умывальник не чистил. Там была грязь вот отсюда до сюда. And do you know how it is in the hotels? That one group of people coming in, another group of people is living, and they're cooking, and they're eating repeatedly. So there was a place to wash your mouth, and it was dirty from top to bottom. И я был глупец, попросил Вакрешвари Матаджи, чем я могу быть полезный? So I was a fool. I came up to Vakrishwari Mataji and I asked her, how can I be of service? Oh, okay, please. And she said, please. И тогда начал, но я это не забуду. Это продолжение на 2 часа. Я чуть-чуть это умывальник почистил, чтобы преданные могли руки вымывать, и там посуда, если какая-то. So of course, I cleaned it a little bit. It took 2 hours, but it was better for the devotees to come and wash their hands and wash their utensils there now. Я не знаю, помогает ли это или не помогает. Отвечает ли это на этот вопрос. Но ответ мой – не останавливайтесь. Дайте обет, что преданное служение, кто-то, даже ребенка маленький, придет и скажет что-то, не говорите «нет». I don't know if it's going to help you, my answer, but what I'm trying to say that even if a little girl comes to you and asks you to do service, never say no to devotional service. Нет другие вопросы. Спасибо большое. So there is no other questions? Thank you so much. О, Нарада Муни Прабху, вы так легко не отделаетесь. Расскажите, пожалуйста, вы о Пури не первый раз рассказываете. Вы не первый раз рассказываете о Пури, о том, что было. Там какая-то история одна была о том, что было связано с Панкаджангхи Прабху, вот этой раковиной. Может быть, какие-то еще истории о Пури вы могли бы сейчас поделиться? You often say many stories about your visits to Puri. You said about the story with Pankajanga Prabhu. Maybe there are other stories you would like to share about Puri now? я пришел в Майяпур, это было 2011 год. Я переехал в Майяпур в 2011 году. И Oops, sorry. I have moved to Mayapur in 2011. И у меня так получилось, что в Болгарии я работал в Министерстве культуры, и когда преданные решили сделать рата-ятру, а я отвечал для больших Министерства культуры публичных программ. When I lived in Bulgaria, I was employed in the cultural ministry, and I was responsible for organizing big public
programs, and the devotees have come to me to obtain the permission to do the Ratha Yatra. И так случилось, что я был... Моя работа, само Министерство культуры Болгарии была организатор первой Рата-ятры в Болгарии. And it so did happen, coincided, that my job was actually to organize the first Ratha Yatra festival in Bulgaria. Да, было очень смешно, потому что я был такой же каприненный там платье, у меня бомбе было, вот такой же галстук, вот. Я приезжаю и говорю, вот это мне дерево нужно, потому что мы делаем фестиваль в Министерстве культуры. Потом прихожу на другое место, а мне там какая-то фабрика, я говорю, этот деревянный материал мне нужен, потому что мы фестиваль с Министерством культуры. А один преданный, который сейчас преданный в Болгарии, очень продвинутый, он жил на деревне с отцом и мать, я пришел и сказал, мы заберем его. Мы с Министерства культуры заберем, потому что делаем фестиваль на 1 месяц. И этот преданный сделал Джаганнат Баладев и Субхадра. So what I did, I dressed up. I had all the credentials of the Ministry of Culture. So I went to the place where they were cutting trees, and I told them, we need the tree for the Ministry of Culture because we're doing a festival and I need it. And then I went to another place where they were making, wooden materials, cutting. And I told them, I'm from the Ministry of Culture and we're doing a festival, so you have to do it now. And then I went to another place and I have obtained the wood, which was huge, and I have moved it to one devotee's home. And I said, we're doing a festival, we need this for 1 month. So he had to carve the Jagannath Baladev Subhadra for the big festival on the order of Ministry of Culture. И через 3 месяца мать этого преданного пришла в кабинет Министерства культуры и слезы его говорит, где мой сын? In 3 months, the mother of that devotee has come to the Ministry of Culture and she said, what did you do to my son? Where is he? You took him to make something for the festival. И я сказал, момент, забрал телефон, позвонил в городе Пловдиво, там делали крышу нового храма. So I said, 1 minute. I have called another city, which is called Plovdiv. And because this devotee was making a roof for the temple in that temple. И я спросил, а где Бхакта Андрей? I said, where is the Bhakta Andrei? Он на крышу работает. So he is on the roof, he's working. Я скажу, пусть придет сразу его мать в Министерство культуры, ищет его. I said, right away, he has to come here. His mother is in the Ministry of Culture and she's looking everywhere for him. Почему же это рассказываю? Потому что у меня связь с Джаганнат Баладев и Субхадрой. Why do I tell you this story? Because I feel a special connection with Jagannath, Baladev and Subhadra. И когда я пришел здесь 11-й год, и преданные в январе пошли на Пури, я уже был 3 месяца, 4 здесь, я сказал, я хочу пойти. Они говорят, нет места. And why do I also tell you this story is that when I moved here in 2011, devotees, I was here for 3-4 months, and then it was January, and devotees wanted to go to Puri. And I said, I also want to go. And they said, there is no space for you, sorry. Я сказал, я буду там на земле, в гостинице. У меня есть какой-то, у всех у вас есть. Там поставлю и там буду жить. I told them, it's okay, I will live, on the floor. I have that little thing, everybody has yoga mat or something. I will just sleep there, don't worry. И с этого момента каждый год я на этот ретрит, который Данудар Махарадж делает, from that time on, for that retreat that Dharmaraj Prabhu is organizing, I go every year. Я не знаю. Huh? Danudar. I'm so sorry. Danudar Swami organizes that retreat. Madhavananda Prabhu. And Madhavananda Prabhu. Там собирают, да. Ну, я не знаю, это помогает ли, но я понял, что Пури – это Курукшетра.
I don't know if it will help you to understand, but I understood one thing, that Puri is a Kurukshetra. Курукшетра во время солнечного затемнения. It's Kurukshetra during the time of eclipse of the sun. Вот там Джаганат, Баладев, Субадра на колеснице. There is Jagannath Baladev Subhadra up in the Rath. А вот там Гопи. And over there are the gopis. А вот весь мир сидит на этот Курукшетре, и каждый видит по-разному Джаганат, Баладев и Субадра. And between them is the whole world, and everyone sees in his own way Jagannath Baladev and Subhadra. И 10 лет тому назад я попросил Бхактивибхава Махарадж дать мне благословение быть на Курукшетре. 10 years То же ago, самое Курукшетра. I have asked Bhaktivedanta Swami for a blessing to stay on that Kurukshetra. И я был такой же глупец, сказал, что я знаю, где находится Прабхупад. And I was so foolish. I have told him that I know where Prabhupada is. Я знаю, что он находится там, где Бхактисиддханта сидит, где Бхактивинода, где все. I told him that I know that he's together somewhere with with Bhaktivinod and Bhaktisiddhanta Saraswati. И они сидят там и смотрят на Джаганнат в тот же самый разлуки, за который мы говорили 1 час. And I told him that I know that they sit there and they looked at Jagannath in the same mood of separation that we've been discussing for an hour now. И откуда пришла эта разлука? And where does this separation mood comes from? Это чувство разлуки откуда пришло? That feeling of separation, where does it come from? А то, что я когда-то впервые прочел «Наука самосознания». It came to me when sometime long ago, I have read the Science of Self-Realization. Это Пури. This is Puri for me. А это для нас сейчас Майяпур. And this is what Mayapur is for us now. Это Вриндаван для этой матушки, которые купаются в Ямуне, и они говорят, Ямуна грязная, не надо купаться. А она говорит, я купаюсь в другую Ямуну. And this is Vrindavan for the Mataji, whom I told not to go into Jamuna. I told her it's very dirty. And she said, I am swimming in a different Jamuna. А? Мы все видим. Здесь, если посмотришь, можешь увидеть очень грязные вещи. When we look around, we can see very dirty things. Но это не тот Майяпур, который мы питаемся жить, который питаем весь мир прийти здесь, как сказал Прабхупад. But it's not the same Mayapur where we are trying to live, not the same Mayapur we're trying to attract the entire world, as Srila Prabhupada told us to bring them all here. Это наша ответственность. This is our responsibility. Если что-то не понимаем, я оканчиваю с это, как сказала Субхадра, попытаемся отдать им это свое сердце. As Subhadra has said, I also would like to finish with this, that if we don't understand something, try to give it your heart. Махапрасадам Говинде, Наму Грамани Вайшнаве, спасибо большое, что вы терпели меня, и я убежден и буду спокоен. Вы больше меня здесь не поставите. Thank you so much that you have tolerated me, and now I can be completely assured that you are never going to put me on this place again. Joy! Шрила Прабхупад ки! Джай!